Разработчики Classic вернули полностью графику до ребаланса, включая Legacy скины. Теперь с добавлением Legacy скинов классика выглядит прям самый-самый настоящий олдскульной классикой до ребаланса, друзья. Ну в этом ролике мы сейчас посмотрим, что тут поменялось, что не поменялось. Как видите, уже тут привычная для нас, да, версия Legacy тишины, а также Legacy скины у всех, кто установил скины стандартные. То есть тут на стандартные скины накладываются Legacy. Да, это все мод, друзья, это все мод, это неофициальное обновление от разработчиков, это все мод, он добавляет вот такой визуал старых танков онлайн, включая вот кристаллы старые. Про скины я уже сказал, да, скины Legacy, только если вы установили стандартные скины, да. Тут, видите, некоторые на Prime скинах катаются, вот эти вот боты от гадкого я. Помимо всего прочего, здесь тоже, обратите внимание, старая нара, старые иконки припасов, старые ящики, старые флаги, старый киллтап. Все по-старому тут отображается. Старые вот эти вот зеленые оповещения о доставке флага. Если у нас будет золотой ящик сброшен, то золотой ящик будет тоже по-старому с оранжевой такой надписью отображаться. Вот теперь, друзья, вот именно сейчас классика вот действительно стала как никогда классикой. Просто вот посмотрите, как это все замечательно выглядит у нас. Предлагаю сейчас перезайти и надеть какое-нибудь другое сочетание, чтобы посмотреть, как выглядят другие скины. С этим модом даже в гараже уже сразу можно, вот смотрите, примеривать, да, пушку, уже сразу она по умолчанию становится Legacy. Хотя по умолчанию у нас выбраны скины стандартные, да, но отображение у них идет как у Legacy скинов. То есть из того, что мне доступно, я могу поставить Твинс, либо огнемет, либо Смоку. Ну, на Смоке мы покатались, давайте поставим что-то типа... у меня же еще рельсы есть, друзья. Мне вот больше всего рельса нравится, М1. Как она отображается у нас, да, вот этот вот внешний вид ее М1 рельсы. Краску можно другую поставить, какую-нибудь зеленую, например, чтобы, да, контраст был хорошенький. И с рельсами, мне кажется, можно такой вот васпик установить. Посмотрите, как это прикольно выглядит. Можно Титан, но на Титане мы будем долго ехать, но, опять же, он тоже отображается как Legacy скин. Можно на диктаторе покататься, кстати, будет более классически все это выглядеть. Давайте диктатор поставим. Вот, что касается красок, то также в этом моде присутствует небольшое улучшение красок, таких как Электро. Мне пока на название недоступно, но улучшение в том, что она выглядит именно как раньше. То есть, обратите внимание, Электро, вот не как у нас танк Хана в новых она, да, отображается, а выглядит по-старому. Тут прям старую текстурку гадкий я нашел и добавил. А также в этом обновлении присутствует индикатор онлайна, то есть показывает, сколько всего игроков в игре и сколько в битве. Ну, чат старый, я думаю, вы видели. Давайте заходим. Помимо этой версии тишины, еще есть одна Legacy карта тут в этом моде. Пинг-понг. Мы на нее тоже, наверное, зайдем. Вот. Ну, что касается вообще... Вот посмотрите, как он едет медленно. Как медленно едет. Тут прям веет танками до ребаланс. С такими вот медленными танками, я думаю, намного лучше игра ощущается, как сама классическая версия игры. Эффекты выстрела рельс, кстати, друзья, да. Еще эффект выстрела, посмотрите, он немного улучшен, что ли. Я не помню, чтобы в версии до ребаланса такой он красивый был. Здесь он как-то пободрее выглядит, на самом деле, когда выстрел происходит. Обратите внимание, вот. Что-то в этом есть, да? Так, минка, звук установки минки есть у нас, присутствует. Ну, я думаю, надо золотой ящик посмотреть. Надо золотой ящик, хотя, наверное, знаете, где его посмотрим? На пинг-понге можно его сбросить, но тут народ есть. Здесь народ, можно и здесь. Ну, давайте сбросим, посмотрим, как выглядит золотой ящик классики для тех, кто не видел. Вообще, кто на стримах вчера был, мы играли весь стрим часа 3 в этой карте, и у нас тоже было около... наверное, 10 золотых ящиков. И те, кто были на стриме, уже в курсе всех этих обновлений, которые сейчас у нас на экране здесь происходят. Старые времена, прям вот здесь. Здесь он и падал раньше. Вот так вот мы стояли, и вот здесь он падал. Офигеть, вот это подфартило с точки. Смотрите, летит. Летит золотой ящичек. Ну-ка! Ну-ка! Ой, сюда забираем, друзья. Ну, руки помнят. Опять центр, смотри. Опять центр. И черник забирает. Все, что сейчас вот вы видите, это уже на стриме мы тестировали. Ну, давайте золотой ящик сбросим. Вот так вот это делается. И давайте поищем, где будет точка.
Где точка будет? А, вот точка, кстати. Вот точка золотого ящика. И сейчас посмотрите, как он выглядит. Вот он, красавчик летит. Вот он этот красавец. Красавец. Никто не едет что-то на золотой ящик у нас. Никто не едет. Ну и вот таким образом можно его и забрать. Классная точка вообще здесь выпала. Красивый, красивый. Ну давайте забираем. Также вот отображается у нас оповещение, тоже такое вот оранжевое, как это было раньше, что игрок взял золотой ящик. Ну пока так, друзья, вот такие обновы в этом моде. За этот мод спасибо говорим гадкому я. Он его сделал. Еще раз повторю, что это мод неофициальный, не от разработчиков. Разработчики не одобряют такие моды. Но у нас что есть, то есть. Посмотрите, игрок визуально уже сделал намного больше, чем сделали разработчики в плане визуала. Но опять же, что там происходит у разработки танков Classic на внутренней кухне, да, мы не знаем. Последняя информация была такая, что разработчики бэкэндом занимаются, и что вот к таким визуальным правкам, которые сейчас у нас на экране, да, присутствуют Legacy карты, Legacy интерфейс, это они могут просто сделать, и они поэтому сейчас не торопятся, потому что они делают бэкэнд, это намного важнее. Опять же, это все со слов разработчиков. Такая информация. По поводу вообще, когда проект выйдет, тоже пока инфы нет. Единственное, что известно, это что спецухи, которые продаются, чтобы сюда зайти с ранним доступом, они будут продаваться где-то до 3-4 июня. То есть у танков Онлайн день рождения как раз 4 июня будет. И, по идее, вот в этот срок заканчивается продажа раннего доступа. Если кто-то еще не знает, как сюда попасть, пока можно только платно попасть, купив спецпредложение в магазине игры в танках онлайн. Любое предложение дает вам право зайти в танки Classic. Я не знаю, конечно, тяжело верить, что к июню у нас игра уже будет релизнута, да, что все будет полностью готово. Ждем, посмотрим, потому что перед Новым годом там тоже Орех чуть ли не за один день там кучу обнов сделал. Надеемся, что разработчики успеют к этому моменту выпустить игру. Ну а вы пишите ваше мнение, что вы думаете по этому моду, нравится, не нравится, считается ли тут классикой, так сказать, или нет, нравится, не нравится. И у нас как раз битва под это все завершилась. 184 кристаллика мы получаем. Ну и сейчас давайте сходим, посмотрим на пинг-понг, как выглядит карта пинг-понг. Почему пинг-понг? Потому что в этом моде доступно две версии Legacy карты, да, это тишина и пинг-понг пока что. Но я думаю, там гадкий он и дальше будет продолжать эти обновы делать с Legacy версиями всех карт. Давайте пинг-понг посмотрим, тоже такая карточка ностальгическая. А, кстати, я вот еще не отметил в видосе, что у нас тут ползуночек вот этот, да, который в оригинале лагает, некорректно работает. Здесь он работает корректно, все протягивается, куда хочешь можешь протягивать, какого хочешь звания, от какого хочешь звания. В общем, так это вот работает. Ну, давайте создадим. Золотые припасы, вот все включим. Пинг-понг. Давай зайдем, посмотрим, как там графон у нас выглядит. Может быть, кто-то из наших алдов играл на этой карте. Вот, карта пинг-понг. Вот так она выглядит. Помните, может быть, из тех времен, кто раньше играл, тут гол застревал. На забор он падал и застревал золотой ящик. Но это прям только динозавры, мне кажется, помнят. Вот так выглядит версия пинг-понга. Друзья, ну что ж, на этом будем видео заканчивать. Всем спасибо огромное за просмотр. Обязательно прожимайте лайк на видео, друзья. На канал этот подписывайтесь. Не забывайте ставить лучший тег создателя контента Ник 10 в настройках вашего аккаунта в танках онлайн. Ну, естественно, на стримы заглядывайте. На стримах мы вот сейчас в последнее время как раз в классике тут и тусуемся. И народ, друзья, есть. Народ есть. Играем даже без ботов. Люди заходят, мы создаем даже свою битву и играем в такой старой графике. Ждем очень сильно от разработчиков, от наших, когда они доделают все это дело. Потому что у нас в родмапе тоже есть в плане добавления Legacy версий карт. Поэтому будем ждать. Надеемся, что танки Classic выйдут уже поскорее в релиз. А я всех, друзья, благодарю за просмотр.